Приветствую и доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги. И это уже 7-я серия Пиратов Черной Лагуны. Мне пиратская жизнь по душе. Я же капитан Джек Воробей. Смекаешь? Погнали! Эпизод 7. Расслабьтесь, ребята. Расслабьтесь, ребята. Расслабьтесь, ребята. Это что у нас? А, это нацистский корабль должно быть. Ну, короче, они так и бросили их там гнить. Ну, хотя бы сожгли бы. Не знаю. Кровавый след. И окурок. Рэви. Ну, а вот еще. Это смешное. Сколько поляков нужно, чтобы поменять лампочку? Один держит лампочку. 99 крутят стол. Она очень веселая. И римский папа говорит нищему. Я же вчера велел тебе убираться отсюда. Придурок, веди лучше молча. А откуда она знает все эти анекдоты, а? Я задолбалась. Задолбалась. Почему я должна быть с тобой на побегушках? Это все дач. Ненавижу. Я? Мне надо поработать на катере. Бенни возится с электроникой, а Рэви валяется у себя в комнате. Возьми ее с собой. Рэви? Почему нет? Ну, а вдруг она не захочет? Вам придется как-то поладить. Меня или работы это не касается. Привыкайте. Вначале езжайте к Роуну Джекпоту Пижону на Рачьяда-стрит. Джекпот Пижон. Ну, классная кличка, надо запомнить. Ну, начальник проводит такую психологическую работу. Привет, Сутенёр. Ребекка. Давно не виделись. Ты наконец надумала выступать в моем Садо-Мазо-шоу, да, Бэби? Да пошел Ты чё, ты, я Рон. российский говорю? Я к тебе по своей работе пришла. Не люблю быть связанной или связывать других. Упрямая, как всегда, тебе пойдет и то, и другое. Жаль. Ну, чем обязан визитом? Доставка товара. Ты заказывал сюда бухло, да? 1500 бутылок. На 5-м складе в порту. Это замечательно. Ух ты, налоги растут. Нехорошо. Кстати, кто это там стоит? Это наш Возможно, клиент. новенький. Ему некуда было податься, вот он и прибился к нам. Свезло тебе, приятель. Если что нужно, приходи. Пока, Рон. Про деньги не забудь. Ну, знакомиться с местным колоритом. Так поставка скажем так. задерживается. О, Могла бы позвонить. Чего через весь город тащиться? Это И ты задачу. дачу скажи. Ладно. Мне просто нужно 15 штук доделать сегодня. она что там, монтирует, что ли? Надо нанять кого-нибудь, а то у меня уже крыша едет. Вечером у самой что-то такое будет. Один козел торгует дурью без разрешения. А, она Как что там, меня все монтирует достало. порнуху? Слушай, это в задницу? В задницу. Если что-то услышите, дайте знать. Я отблагодарю. Да, если услышим. Мы пошли. Успешной работы. Сейчас сдохну. Господи, сколько она уже там перемонтировала, что ей уже прям откровенно пофиг, что там. Я задолбалась. Задолбалась. Почему я должна быть с тобой на побегушках? Ну, Парку еще защита одно нужна. дело, и все.
Забрать оружейный заказ у сестры P.W. Диган. Из церкви. Круто. А там что сейчас интересно будет? Батюшки там с пулеметами наперевес. Эй, старуха! Это Ребекка из Лагуны. Открывай, блин! Открывай! Убью! Алло. Чего разоряешься? Занесите это в сарай. Но это чистые вещи. Это Неважно, женский так вопрос, что ли? сестра сказала. Эй, двурукая, это церковь. Если такая грешница зайдет туда, ее настигнет кара. Сюда иди, за мной. Вот Надо стерва. же. Удивительно, что датчибой отправил тебя на побегушках. Неважно. У тебя есть заказанный товар, сестра? Заказ от восточного филиала Камбоджа Петролиум. Кроме одного. К сожалению, гранатомета Л-48А1 37 мм на складе не оказалось. Не надо так шутить, сестра. Мы заказали все это, потому что оно нам требуется на следующее дело. Вообще-то он у нас есть. Другой Ага, значит, заказчик потребовал его поставить очень срочно. Однако, Лагуна, наш постоянный покупатель, я могу отдать его вам. Можно договориться о лучшей цене или скидке на Ага. будущее. Не надо, сестра. Вот тварь. Работай по правилам, и все будут счастливы. Разводит их на бабки. Ты же не хочешь ногами счета заполнять? Я не болтаю зря, милочка. Будешь настаивать, приводи с собой датчик боя. Да, она тоже не пальцем деланная, но, видимо, контраргумент Достаточно у них уже. тоже имеется. Переигрывать не будем. Убери ствол, Эда. Хреновый из тебя стрелок. Хочешь, научу курить лбом? Хочешь, чтобы учу курить лбом. Классный правда. А кто там человек? Рок! Очень вкусный чай, сестра. Сестра, Ты посмотри на него. Иоланда, молодой человек. я уже давно не пил чай, не из пакетика. Это W&M или Фортнам и Мейсон? А вы знаток, молодой человек? Это W&M. Я просто люблю чай. Да, это аромат, достойный лишь компании с длинной и славной историей. Рок, заткнись. Полагаю, другие Да ты ваши товары заткнись. столь же хороши. Не понимаю. Что вы хотите сказать, юноша? Вы имеете в виду контрабанду оружия? В подобных переговорах нельзя спешить. А если речь о наркотиках, сестра? Вы знаете, что наркотики расходятся вне условленных путей? Сестра. И? Отель «Москва» и другие мафиози ищут их по всему городу, но пока не могут найти. Потому что у них слепое пятно там, где они не станут искать. Например, на тех, кто ездит по церковным делам. Все эти мелкие фирмочки. Они не будут искать тех, кто даже не знает, что именно возит. Сестра Эда. Зачем класть чистое белье в сарай? Стиранные вещи обычно несут в кельи. Юноша, не стоит делать выводы из предположений. Звучит так, будто мы в чем-то виновны. Это предположение. К тому же, количество оружия, приходящего сюда, и количество оружия, уходящего отсюда, не совпадают. Это легко вычислить. Чрезвычайно легко. И еще.
Компания То есть не «Лагуна» в всё хороших оружие. отношениях с отелем «Москва». Но это не значит, что мы работаем на них. Как он грамотно ей сказал. Если будешь чуть шустрее, далеко пойдешь. Эда, что, ничего не поделаешь? Добавь гранатомет в список. Да, По той же дать цене будьте чебой добры. наметанный глаз. Настало время мессы. Не могу уделить вам больше времени. Юноша, заходи еще. Тебе Вот повезло. поэтому? Вали отсюда. Девочка, тебе стоит у него поучиться. Размахивая оружием, дела не делают. Вот именно. Иди Вот ты. поэтому. Вот поэтому Рок говорит. Так. Вот мы снова увидели, насколько Рок крут и в чем его ценность. Рок хорош в том, что он прекрасно осознает, что вот это все, несмотря на то, что это все очень сильно нелегально и очень все, скажем так, противоречит его жизненным стандартам до сих пор. Это тот же бизнес, в котором он состоял, которому он учился, просто он сменил профиль. Это все то же самое, все те же деловые переговоры и предложения. Он это все умеет. И еще кое-что. Он уже успел доказать, еще в первых 2 сериях, что в нем это есть. Он может сохранить холодную голову во время критической ситуации. Что произошло в первой серии, во первой и во второй серии, если помните, на них там вертолет наехал, и они могли там в любой момент взорваться, потому что там еще торпеды у них были. А он нашел выход из сложившейся ситуации. Здесь то же самое. А здесь ситуация даже намного меньше критической была. Просто наставили двое друг на друга стволы. И он спокойно уже в этой ситуации начал переговоры. Он уже этим удивил. Что пока те друг на друга пялятся, у кого больше ствол, он спокойно объяснил ситуацию. Он спокойно объяснил, что я заметил, что вы тут не очень хорошими делами занимаетесь, которым не понравится ни отелю «Москва», ни мафии, ни триаде, ну и кто там еще, там все по мелочи. До церкви они не докапываются, потому что, церковь что-то вроде, может быть, такой, как он сказал, слепая зона, такая территория, на которых никто не подумает, что наркоту они торгуют. И он сказал, что всего лишь предположение. Это всего лишь предположение, но он мог, оказывается, математически доказать, что все, что они привозят, не только оружие, а еще и кое-что не очень приятное. Он просто бы сравнил, сколько оружия они продают и сколько оружия они привозят. Они под видом нелегального оружия вообще наркоту ввозят. Видимо, это очень сильно не приветствуется. И он спокойно объяснил, что если вы сейчас нам начнете компостировать мозги, вымогать у нас бабло лишнее, не на то, чтобы договорились по чесноку, а вот так, если вы с нами сейчас начнете поступать, то мы тоже вот так нечестно поступим. Потому что я обнаружил вот такую ситуацию, а мне достаточно сказануть ребятам из отеля «Москва», потому что мы с ними в хороших отношениях. Но это не значит, что мы на них работаем. То есть мы им ничего не скажем, мы им ничем не обязаны по факту. Мы просто с ними в хороших отношениях. Очень грамотно он все сказал. Так, чтобы и не обидеть, и не угрожать, и чтобы мягко все поняли. И, кстати, так, маленькое лирическое отступление. Я очень удивился, почему Рок так там постеснялся, когда там балалайка монтировала непотребства разные. Дело в том, что там японцы, скажем так, еще те извращенцы. Дальше. Эх, долго получилось. Очередь. Ничего. Ешь, пока не остыла. Рэви очень сильно. Не хочу. Ешь. Почувствуешь себя лучше. Отдай ключи, я одна вернусь. Но тогда я не смогу. Прогуляешься. Да чё? Ни за что. Вот именно. Тебе лучше вернуться в Японию. Здесь тебе не место. Ты сама меня сюда вытащила. Облажалась. Наверное.
Кто остановил разборку в церкви? Да, кто? Старушка правильно говорит. Все оружием не решить. Ты язык свой придержи. Ты с подводной лодки такая. Да. Кстати, Нет уж. Я просила, чтобы ты об этом помалкивал. Рэви, я не собираюсь извиняться. За то, какой он есть, он не будет извиняться. Что-то я не поняла. Это что, наезд? Ага, Да, это он есть. могу повторить. Все правильно. Я не буду извиняться. Именно так. Жаль. Ты только что наступил на большую, неотключаемую грёбаную мину. Очень жаль. Последний вопрос. Что написать на твоей могиле? Напиши. Глупость не лечится. Пока, Рок. Пока. И конец сериала. Охренеть. Ну его реально застрелили бы. Видишь? Кое-что оружием не решить. Эй, ты! Я не эй ты. Меня зовут Рок. Ясно? И с меня хватит. Я сыт по горло. Вот так Я вот. думал, что перестал целовать зад начальства. И не буду на краю света целовать в зад бабу. Потому что это слишком. Ах ты наглый сукин сын! Молодец. Рок? Наглый? Чья бы корова мычала, дура? Это ведь ты тут беспредельщица, дикий пират. А как рот раскроешь, так только деньги, 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 деньги. Считаешь себя великим разбойником, а сама обшариваешь покойников. Жадности тоже должен быть предел. Что, никакой гордости не осталось в твоей башке? Поэтому она его ненавидит. Да как ты смеешь, планктон офисный? Лангштон. Что ты обо мне знаешь вообще? Что тебе известно? Говори. Ты там в своей сладенькой жизни понятия не имеешь, как я жила. Ну да, откуда мне знать? Я не ты. И наоборот. Что ты знаешь обо мне? В любой жизни полным-полно страданий. Ты просто не хочешь этого понять. Просто очень удобно чувствовать себя несчастненькой. Это самое подлое в тебе. Заткнись. Это тебе так удобно думать. Твою мать. Здесь тебе не дешевое голливудское кино. Что за гордость? Да блин, посмотри. Кругом одно дерьмо. Робин Гуды вымерли, придурок. Раз Робин Гудов нет, значит, я буду Робин Гудом. Это лучше, чем ныть и жаловаться. Молчи. Молчи, идиот. Я тебя убью. Валяй. Продолжай гоняться за собственным хвостом. Убьешь меня, только это докажешь. Это все, что я умею. Рэви, ты забыла? Почему я здесь? Мои боссы выкинули меня за борт, Да, да. чтобы спасти свои денежки и свою задницу. Когда ты пригласила меня, во мне что-то изменилось. Будто лопнуло. Давиться в час пик, фальшиво улыбаться, кланяться и рисковать жизнью ради премии. Казалось, что если есть где пить и куда ходить на фитнес, то жизнь хороша. Этого больше нет. Как я это понял?
Кто меня научил? Ты, Реви. А сейчас я вижу, что та женщина, которая меня этому научила, ведет себя как те, кто меня предал. Этого я вынести не могу. Что ты несешь, идиот? Знаешь, как ты меня достал? Тебе не жить, тупица. Не только тебе приходится общаться с тупицами. Ты еще больше тупица, чем я. Козел. Я вижусь. Давай, я посмотрю. Эй, вы! Это что? Вы вообще не кстати. Я услышал, что кто-то устроил переполох на рынке. Ну подумаешь, выстрел. А, это ты, Реви. Это тебе не игрушки, подумай об окружающих. Ты же понимаешь, что шума тут мне не нужно. Потому мы и шлем вам толстые конверты. Да. Это ваша работа, шеф Ватсоп. Я вам не запрещаю, просто делайте это, где никто не Ну видит. потише, ну. Там что хотите, убивайте, толкайте наркоту, играйте в бутылочку. Будете вести себя тихо, мне не придется прерывать игру в гольф. Придется тебя забрать. Надо оформить бумаги в участке. Да ладно, она всего лишь пальнула. Ладно. Никогда даже не погиб. Но зато поговорили. Видимо, Дачи знал, что этим закончится. Этот двигатель меня достал. Холодная? Ага. Шеф, присмотрите, чтобы нашу машину не сперли. Никому это барахло не нужно. На обратном пути заберешь. Эй, Рок, хочу спросить. После этого отстану. Ты на какой хочешь быть стороне? Я? Я там, где есть. Я там, где есть. Больше нигде. Рок, закурить, да? Закурить? Зажигалка у них. Ты чего? У тебя огонь. Это сейчас будет символизм. Хреновый день. Да уж. Как будто поцеловались. Я устала. Хочу домой и спать. Ага. Да. Ну, видимо, они разрулили ситуацию. Если честно, признаюсь, немного не понял я, в чем была ее предъява к нему. Нет, я понял, в чем была предъява к нему. Предъява к нему была в том, что он не такой, что он слишком гордый, что он слишком такой весь из себя справедливый. Ее это бесит, потому что жизнь не такая, и она все время и она жалуется всю дорогу своим вот этим обиженной рожей, своим обиженным лицом. Она жалуется, что типа ты дурак, потому что жизнь такая, и ты идиот. А я не собираюсь извиняться за то, какой я есть. Я такой. Я считаю гнидством у людей, которые мертвы, забирать их вещи личные. Это гнидство. Это подло. Это тварство. Она, корчащая из себя крутую бабу, совершает очень плохие поступки. Ну ладно, бог с этим. А как насчет того, что она его шпыняет? Ей бесит сам тот факт, что она со своими двумя офигенными стволами, со своей крутостью не смогла разрулить ситуацию, а какой-то офисный планктон смог разрулить ситуацию. Кто на какой там стороне, он на той стороне, на какой он есть, и все. Для него нет сторон, он просто такой человек. Рок, пройдя через все, пережив момент перерождения, он несколько раз смотрел просто смерти в лицо, и он сам не хотел, его банально заставили смотреть смерти в лицо, потому что смерть по нему ушла просто вот так по пятам, и до сих пор идет. И с такой жизнью, раз он решил такой жизнью жить,
Он не собирается быть терпеливым мальчиком, который на себе вот, будет терпеть ее взгляды, ее обвинительные речи, взгляды, и всю эту грязь и гнидство, которую он и так уже на работе был вот сыт по горло. Он там кланялся, с уважением говорил, с уважением к людям относился, и в итоге его выкинули. Все его любовь и уважение, это и обычная работа никому хрен не сдалась. Другое дело, что он очень умный, и он образованный парень. И вот такой умный образованный парень в таком мире, с такими талантами, как он, таланты я имею в виду способность держать себя в руках в критической ситуации, далеко пойдет. Вот та женщина, та старая Иоланта, кажется, ее зовут, эту главную мать-настоятельницу, у нее глаз наметан, очень наметан. Она многих повидала в своей жизни, 100% у многих брала, и ей исповедовались многие, 100%. Таланты она видит, ощущает. Ну что ж, это была 7-я серия «Пираты Черной Лагуны». Очень понравилось. Наконец-то Ревви с Роком, ну не сказать, что помирились, но хотя бы они друг другу высказали абсолютно все. Высказали абсолютно все и усталость. Они оба почувствовали усталость, и они хотят поехать домой, лечь спать. И все эти эмоции, которыми они поделились друг с другом в такой экстремальной форме, они хотят переварить. Так что увидимся уже на 8-й серии «Пираты Черной Лагуны», посмотрим, чем продолжится эта история. Удачи!